Лидер Барселоны привлек внимание самой богатой команды Европы. Испанский фланговый нападающий Барселоны Ламин Ямаль оказался в центре внимания французского ПСЖ, передает издание «Эль Националь». Согласно данным источника, клуб из столицы Франции оказывает давление на 17-летнего игрока, стремясь убедить его не продлевать соглашение с каталонцами. Ямаль сможет оформить новый контракт с Блауграна только после 13 июля, когда достигнет совершеннолетия. Президент ПСЖ Насер Аль-Хилаифи вышел на связь с руководством Барселоны, чтобы выразить серьезную заинтересованность в переходе талантливого вингера. При этом глава испанского клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку осознают, что вероятность переезда Ямала в Париж весьма велика. Отметим, что действующее соглашение игрока с каталонским грандом рассчитано до лета 2026 года. Один из ведущих футболистов Реала может продолжить карьеру в Англии. Бразильский крайний нападающий мадридского Реала Родриго оказался в поле зрения Ливерпуля. Как утверждает издание «Эль Националь», 23-летнего игрока в Англии рассматривают в качестве возможной замены Мухаммеду Салаху, чей контракт завершается этим летом. Сам Родриго может покинуть испанский клуб, если поступит выгодное предложение, сумма которого начинается от 100 миллионов евро. Отметим, что после прихода Килиана Мбаппе бразилец стал реже появляться на поле, что уменьшило его влияние в команде. Тем не менее, окончательное решение по поводу будущего остается за самим Родриго. Слот после разгрома от ПСЖ намерен выгнать 5 игроков Ливерпуля. Ливерпуль готовится к масштабным изменениям в составе в преддверии летнего трансферного окна. Как сообщает издание Фичес, руководство красных намерено освободить место для новых приобретений. А главный тренер Арне Слот определил 5 футболистов, которым предстоит покинуть клуб. В список игроков, с которыми Ливерпуль готов расстаться, вошли Харви Элиот, Диогу Джота, Федерико Кьеза, Куйвин Келлихер и Ватару Эндо. Лапорта принял ключевое решение после победы над Атлетико. Оно касается звезды команды. Президент Барселоны Жоан Лапорта сделал важный вывод после матча против Атлетико, в котором каталонцы одержали победу с счетом 4-2. Согласно информации, глава клуба окончательно убедился, что Барселоне необходим новый нападающий. Лапорта считает, что в следующем сезоне команда не может полностью рассчитывать на Роберта Левандовски. Нереализованные моменты польского форварда стали сигналом для руководства, что пришло время выйти на рынок в поисках усиления атаки. Президент дал добро на поиск нового нападающего, а среди возможных кандидатов рассматривается Виктор Дикериш, Александр Исак и Джонатан Дэвид. Топ-клуб АПЛ нацелился на защитника сборной Украины по футболу. Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сможет сменить команду по завершении сезона, сообщает издание Ярдбаркер. По информации источника, Тоттенхэм активно ищет усиление на левый фланг обороны. Приоритетной целью для лондонцев является Райан Аит-Нури из Вулверхэмптона, за которого шпоры готовы заплатить 35 миллионов евро. Однако в качестве альтернативных вариантов клуб также рассматривает Миколенко и защитника жены Мигеля Гутьерреса. Отмечается, что сумма потенциального трансфера Миколенко в Тоттенхэм может составить 30 миллионов евро. Реал Мадрид нашел футболиста на замену Винисиусу Жуниору. Аргентинский нападающий Атлетико Хулиан Альварес привлек внимание мадридского Реала, сообщает издание El Gol Digital. Согласно источнику, 25-летний форвард станет приоритетной трансферной целью сливочных, если Винисиус Жуниор отправится в Саудовскую Аравию. В Реале давно следят за Альваресом еще со времен его выступления в чемпионате Аргентины, но тогда он выбрал переход в Манчестер Сити. Теперь же руководство мадридского клуба считает его идеальным кандидатом для усиления атаки и готово начать переговоры с Атлетико. Правда, есть большие сомнения, что руководство матрасников пойдет на эту сделку после скандала в очном матче Лиги Чемпионов. Звезда мирового футбола Неймар может перебраться в АПЛ. Звездный вингер Сантоса Неймар рассматривает возможность возвращения в европейский футбол. Бразилец мечтает снова надеть форму Барселоны, однако каталонский клуб пока не принял окончательного решения. Синегранатовые могут отказаться от его подписания, и в таком случае Неймар рассмотрит варианты в английской премьер-лиге. Интерес к нему уже проявляют Челси и Манчестер Юнайтед, которые готовы предложить контракт. Ранее Барселона выдвинула условия для возможного возвращения Неймара. К лету он должен забить не менее 15 голов, чтобы доказать, что находится в оптимальной форме после травмы. Главный тренер Ювентуса остается в команде. В Ювентусе поддержали Тиаго Мотту, несмотря на кризис. Спортивный директор туринского Ювентуса Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Тиаго Моттой.
Мы продолжаем работать с Тиаго Мотта и остаемся верны своей позиции. Единственный способ выйти из сложной ситуации – держаться вместе. Сейчас команда переживает непростой период, но мы двигаемся вперед единым фронтом, отметил Джунтоли в интервью изданию DAZN. Отметим, что в последнем матче серии А Ювентус потерпел поражение от Фиорентины со счетом 0-3 и на данный момент занимает 5-е место в чемпионате, которое не позволяет клубу участвовать в Лиге чемпионов. Главная звезда Манчестер Сити может покинуть клуб уже этим летом. Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд рассматривает возможность ухода из клуба, сообщает издание El Nacional. Согласно источнику, норвежский форвард дал понять, что не намерен оставаться в команде, если она не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. В случае провала Сити в борьбе за топ-4, его уход может состояться уже этим летом. Основным претендентом на Холланда считается мадридский Реал. Также интерес к нему проявляет ПСЖ, но французский чемпионат не является приоритетным вариантом для нападающего. Действующий контракт Эрлинга с Ман-Сити рассчитан до 30 июня 2034 года. Отметим, что на данный момент команда Пепа Гвардиолы занимает 5-е место в АПЛ и не попадает в зону Лиги чемпионов.